Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале FortView. Ну что, я вижу здесь есть спектра и есть здесь Свен, поэтому знаете что? Будем пробовать реализовывать вот эту вот мету. Мету там, где Свен стычки уничтожает все столы. Поэтому заранее я, наверное, сыграю через нежить. То есть посмотрим, через что я буду играть. Ну, на самом деле я буду смотреть от того, что мне будет приходить. И от того, что мне будет приходить, я уже как бы буду решать, через что я буду играть. Может, я вообще через шаманов сыграю, потому что здесь есть как бы цветка Empress Light, и можно через нее сыграть. А может быть, я вообще зайду дальше, я возьму мехов, гоблинов и просто буду разваливать кабинеты здесь всем. Но, как сказать, скорее всего, кабинеты будут разваливать мне, а я уже как бы буду отталкиваться от того, что имею. Не знаю, не знаю. Буду смотреть на свой рандом. Шмотки на подбор, тренд, ЦМК и хан на подхвате. Э. Э. Это, наверное, с предыдущей катки мне пишут. Я сначала не понял, что это вообще такое мне пишут. Ну ладно. Короче, мне пришла со старта вот нежить, я, наверное, через нее стартану. Через нее будет еще довольно-таки удобно перестроиться. Можно и в принципе будет на нежити катнуть, если вдруг чего так мне прям захочется. Но из-за того, что здесь есть шаман пятерочка, не особо как бы я в этом вижу смысл. Как-то так. Ну, посмотрим, короче, посмотрим. Не буду уже как бы загадывать наперед. Я вот беру себе ТБшечку. Пока неплохо. Неплохо. Если, в принципе, баф меха будет со старта, я тоже буду только за. Буду рандомить шмотку. Так, понятно. Это бредятина, не шмотка. Мана плюс 40 мы одобряем. Мана плюс 40 я люблю. Мана плюс 40 это хорошо. Это отлично. Итак. Да, ну, в принципе, у меня есть несколько билдов на игру. В принципе. Можно еще будет, конечно, подумать над чем-то. Но пока что давайте остановимся на том, что я буду играть, наверное, через нежить. Либо же... короче, через нежить. Играю через нежить, а там буду перестраиваться. И от этого уже буду отталкиваться. Второго тира предметы мне, наверное, на самом деле максимально ужасные упали. Лучше бы они вообще не падали. Ну, реально бредовые предметы. А вот это уже по-божески. Вот этот вот предмет уже по-божески мне упал. На самом деле очень довольно-таки хороший предмет. Почему нет? Я от него отказываться не буду, потому что вот этот предмет, талисман счетчика, который на возврат по 50% урона, это прям то, что надо. Прям что доктор прописал, там, скажем так. Он, конечно, не идеальный предмет, но если у вас есть хороший танк, вы закидываете этот предмет ему, и если вдруг против вас тоже соберется Свен, либо же убийцы, этот предмет будет идеальным. Он так может нагадить в игре. Просто диву даю. Ну, конечно. Куда ж Тинкер еще мог бы закастовать свои ракетки? Естественно же в одну цель. Обожаю, когда... Ну, не знаю. У меня вражеский Тинкер кидает ракетки, вот прям как доктор прописал. Четенько, по всем. Ну, чтобы у меня опу подорвало и все. Зато... Короче, я даже не буду об этом глаголить или что-то еще говорить. Ну, даже жаловаться на это нет смысла. Ну, просто с этого можно порофлить. То есть, вражеский тинкер кидает ракеточки как надо, либо же в твоего керри, либо же в ту цель, которую... Короче, вражеский тинкер делает все как надо. Зато мой тинкер делает все как ему вздумается, естественно. Ну, как хочет, так и как... Ну, ладно, есть другая, конечно, поговорочка, точнее, поговорочка, а фраза. Но я ее не буду говорить. Рифма. Рифма. Прикиньте, я настолько... Ой, все. А то сейчас выставлю себя максимально тупым. Блин, ну нежить так хорошо идет. Аж стыдно немножечко даже, что так хорошо идет. Красиво. Красиво, не спорю. Охотники там собрались у моих противников. Чувака ник тополек. В принципе, тут даже по катке мне нечего не сказать. Вот серьезно. Сейчас такой, знаешь, вот небольшой момент ступора, когда реально нечего даже сказать. Ладно, ладно. Кстати, на предыдущем стриме, то и в принципе последние 2-3 стрима, которые я провожу без, не стрим с подписчиками, мне очень часто спросят записать, ну не записать, а точнее еще один провести такой стрим. Поэтому, ребят, следующий стрим я буду проводить с подписчиками, поэтому кто хочет поучаствовать, обязательно подписывайтесь на мою телегу, она будет закреплена в комментариях. Поэтому, кому это интересно, подписываемся, не стесняемся, есть чат комьюнити. Прикиньте, я аж 2 раза эту фразу сказал. Молодец какой. Ну и нежить, естественно, ну...
Нет лучшего оружия, чем нежить против нежити, да? Блин, ну хорошая нежить идет так-то. Может мне сейчас ранее банша в двойку придет и ранний негр в двойку, чтобы прям вообще было идеально. На самом деле, почему я вот стартанул сейчас через нежить, а не через какой-то другой билд? Я мог попробовать стартануть через магов драконов. Это, в принципе, тоже было бы четко. Но мне кажется, нежить... Ну, через нежить как-то полегче стартовать, потому что, смотрите, чтобы перестроиться в билд Свена плюс Спектра, у вас в нежити сразу есть 3 персонажа, которые вам нужны. Это олень, который визаж, который, ну, раздваивается. Это Винга, которая свапает героев и станет. И это вот этот вот Виверночка маг, который отхиливает. То есть сразу 3 персонажа, которые вам нужно на вашу сборку. Естественно, и перестраиваться, соответственно, легче становится. Но главное, чтобы оно просто все было довольно-таки хорошо. А не так, как мне... Ну, банш. Неплохо. Наныл. Так что, может возьмем уровень и сразу 6 нежити выставим? Пойдем на винстрик? На самом деле надо брать. Беру 6 уровень, сразу выставляю себе 6 нежити и иду на винстрик. Все. Сейчас в 90% случаев я должен выносить. В 90% случаев. 10% это погрешность. Мало ли, рандомчик сыграет против меня, и я буду болтяру за обе щеки держать. Все на самом деле еще зависит от того, какие у моего противника фигуры будут там в двойку. Может, у кого-то тройка ранее придет, потому что такие тоже бывают иногда. Я помню, как-то играл в каточку, и против меня чел сразу выкатил Тускара в тройку на 10-м раунде, при том всем, что у него было еще куча денег. То есть у него там что-то монет 30-40 было. Не знаю, как он это сделал, каким богам он молился, но он это сделал. Через волшебников можно было бы попробовать еще сыграть, но мне кажется, через волшебников это будет руина. Я сделаю только себе хуже. А может и не руина, кто знает. На самом деле, я давно не выкатывал волшебников под нежитью. Но, если честно, волшебники под нежитью как-то слабо смотрятся. Невкусно, я бы так сказал. 6 воинов собралось. Ой, найдутся те люди, которые будут портить мне малину. И собираю 6 воинов. Понял. Но самое жесткое, это если соберут ранних шаманов жестких. Имею в виду, то есть кто-то 8 уровень возьмет, себе сразу импресс-лайт найдет, выставить себе 6 шаманов и будет меня, мою нежить просто на одном месте крутить, вертеть, как ему хочется. Вот это будет быть самое обидное и самое жесткое, я бы так это даже назвал. На самом деле, то, что я сейчас выставил 6 нежити, это довольно-таки сильно. Мне бы сейчас еще некор пришел, было бы вообще замечательно. У меня было бы 2 чернокнижника, 6 неж. Ух ты. Нужна ли мне вот ну вот мне волшебники на самом деле сейчас они просто занимают стол, поэтому я их сейчас продам. Я лучше буду выходить максимально быстро инкам. Обидно, что Зеван сбил Рениксу винстрик. Я на самом деле на него намечался. Я сам хотел сбить этот винстрик. Можно было бы вообще через воинов начать, потому что Дум пришел. Ну, не хочу, не хочу. Там он чилу вообще Абадон уже в двойку пришел. Но я как бы тоже хочу усиления. Можно мне тоже? Пожалуйста. Пожалуйста. Кому-то он медуза уже. Кому-то ранняя медуза пришла. Да. Ладно, самое главное, чтобы мне просто хорошие двойки пришли. Хорошие фигуры, хорошие двойки. Залог успеха, я бы так это назвал. Без хороших двоек. Короче, без хорошего старта будет так себе. Тяжеловато. Синергия, конечно, я сейчас буду тащить как и мобов, так и других противников. Но я бы не сказал, чтобы я прям... И алхимик ранник даже пришел. Обалдеть. Было на одном стриме, когда я играл... Ух ты. Не, ну, барабан войны мы возьмем. Барабан войны — это тема. В радиусе дать всем ману, и у меня банши сразу должна кастовать. Под вот такими вот шмотками банши у меня должна сразу кастовать. Так вот, вернусь к одной истории. Вот вы видели, да, у меня ранее алхимик сейчас пришел. На каком-то из стримов, я не помню, по-моему, 2 стрима назад, я играл через гритеров, было все замечательно, все было хорошо, все было круто, прикольно. И я такой, смотрю, мне алхимик пришел, смотрю, еще 2 алхимика пришел, смотрю, у меня есть 3 яйца. Я такой думаю, ну блин, ну тут можно, в принципе, замутить такой хороший контент и выкатить алхимика в тройку под троллями, и будет вообще просто, ну, чики-бомбони, я буду всех выносить, и будет все замечательно. Уж знал же, мне
на лицо выкатят несколько башеров, и у меня, чтобы вы понимали, у алхимика было и БКБ, и доспех экзорцизма, то есть все как надо, то есть он у меня был упакованный от края до края, хорошие шмотки были, то есть все было замечательно. И что же, думаете, вы произошло? У моих противников было два башера 4-го тира. Один башер, ну, один раз, короче, у меня доспех экзорцизма сразу сработал на какую-то дичь. Ну, вообще там на какой-то бред сработал. Я такой, ну ок, ладно, сработал, окей, сбросился, пошел на КД. Но я не прочекал своего противника, у моего противника там был еще один башер. И я такой, что? Короче, чтобы вы понимали, я словил башер, мне дали по лицу, я получил 2 раза по минус 30, а третий раз я уже не выдержал, и меня выкинули из игры, несмотря на то, что у меня был алхимик в тройку, 10 тысяч хп, 1000 урона с руки. То есть, просто заряженный алхимик. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю, но просто заряженный алхимик не смог затащить игру из-за того, что там у чуваков было несколько башеров. Чодин на самом деле довольно-таки сильный. У него банши в двойку, у него 4 чернокнижника, он сейчас жестко отхиливается, у него жестко много урона, и скорее всего я его даже не смогу не затащить никак. Но, кстати, я сейчас поставлю себе 3 охотника со старта. Думаю, так будет намного сильнее. Да, наверное, не знаю, банши поменять. Так, АМ пока что мне не нужен, если что, я его потом соберу. По крайней мере, я так надеюсь. ДК. ДК я, наверное, тоже потом соберу. Лучше я буду сидеть в инкаме пытаться. Все-таки я банши поставлю. Ну, как-то банши мне больше по душе, если честно. Против воинов мне будет очень тяжело играть. Так вот, к чему я рассказал ту историю? ДК я все-таки продал, если что. К чему я рассказал ту историю? Не всегда имба тащит. Внимательно следите за своим противником, какие у него шмотки. А вот это уже сильное заявление по апгрейду. Шикарно. Я доволен сейчас, если честно, я доволен. А можно мне сейчас еще Банши, Муэрта придет в двойку, Абадон в двойку. И высылайте мне губозакаточную машину по моему адресу, потому что слишком я ее открыл. Слишком раскатил губу. Фигуры мне в двойку. Пораньше. Угу. Знаете, что будет обидно? Это если сейчас Чодун ко мне придет и свои банши в двойку заберет мой винстрик. Вот это будет очень обидно. Просто до слез будет. Так, Зеван против меня. Я на самом деле не понимаю, что он здесь собирает против меня, но, по-моему, он собирает ведьмаков, если честно. По-моему, ведьмаков он собирает. Мне главное винстрик не отдать какому-то очень жесткому типу. Если я отдам свой винстрик жесткому типу... А, да, он ведьмаков собирает. Он будет кирить СФ и будет собирать ведьмаков. Понял. Ну, в принципе, можно так делать. Но на самом деле ведьмаки со старта довольно-таки слабые. Там на поддаманах играет парень. Тут не буду какую-то делать, там, знаете, изощренную расстановку. Я, в принципе, и не смогу эту сделать. И изощренную расстановку. Просто по дефолту, как обычно, сделаю и все. Наверное, в линию с всех выстрелю. Либо же вот так вот в квадратик сделаю. Не знаю. Ну, в прямоугольник. Не знаю. Наверное, как-то так сделаю. Надеюсь, конечно, сейчас Абадон не перепрыгнет. Черти куда. Перепрыгнул. Вот ты паскучий. Ну ладно. На самом деле, если у вас есть 6 нежити и пару хороших двоек, то вы спокойно переживаете и 10-й, и 15-й раунд, и 20-й раунд вы спокойно переживаете, потому что вы срезаете минус 50% хп. На самом деле, я вот что несколько сезонов назад говорил о том, что нежить это очень сильная синергия и максимально самодостаточная. Ой, какие хорошие предметы упали. Мне здесь немножко другие нужны. Ну, мана пойдет на самом деле. Я не... Ну, я приверженец мани, особенно когда со старта. Да и на самом деле и в лете. Я приверженец маны, поэтому чем больше маны, тем лучше. Вот 2 пары арканцов, вот эти вот предметы, 2 предмета 2-го тира, которые дают в радиусе ману, это замечательно. И я считаю, это топчик. Особенно со старта. Я, наверное, кстати, уровень возьму. Так, думаю, попроще немножко будет играть. Хотя, кто знает. Ну, короче.
Кстати, знаете, я могу, наверное, хук Пуджа поставить. И он же будет максимально быстро ману регенить, и он сразу будет кого-то притаскивать к себе на 4,5 секунды станет. Либо же СФа поставить на отхил. Наверное, попробую СФа поставить на отхил, все равно пока никра нету. Если будет очень плохо, то я, соответственно, поменяю. Ну вот, кстати, Чодом пришел ко мне. Ну да, я его вообще не пробиваю, видели? Просто урона не хватает. У него там жесткая... Да, я его не убью. Он меня сбил винстрик. Боже, я так не хотел, чтобы именно он ведь забирал мой винстрик. Пусть бы забрал кто-то другой, но не Чоду. Все-таки банши в двойку что-то может со старта получается, да? Ну, просто у меня, наверное, слабый стул. Даже если бы я вынес сейчас эту банши, там есть Муэрта, которая перевоплотилась бы, и все, и что делать потом? Ну, короче. Ну да, именно сейчас мне приходит жрец, еще один. Так может ты жрец уже в двойку придешь. На самом деле был бы Абадон в двойку, был бы жрец в двойку, было бы намного проще. Это даже не так, была бы просто Муэрта в двойку, мне было бы намного проще играть. Там уже фуловые, ну, 4 шамана собралось против меня. Да и в принципе не против меня, там еще пару нежити есть, кроме меня. Будет довольно-таки трудно играть. Конечно, есть надежда, что он вылетит. Но по закону подлости он будет играть со мной до конца. По закону подлости. Это мы сейчас и проверим, кстати. Будет ли он играть со мной до конца или не будет играть со мной до конца. Вот, кстати, гоблины мехи собираются. Там же есть импресс-лайт. Если все будет хорошо, то Реникс сможет собрать себе импресс-лайт в троечку через цвет. И будет у нее очень сильный билд. Но тоже, шанс того, что придет ранний мех, это, ну, вот такой. Поэтому ранний мех вряд ли придет. Мне бы на самом деле, наверное, попробовать раннюю нежить найти, что ли. На самом деле, я даже не знаю, что мне лучше сделать сейчас. Ну, посмотрим. Главное, чтобы рандом просто помог мне. Так, фул ведьмаки собрались. Он керрит СФа, но СФ из-за того, что у него в единицу, то будет очень слабо, как по мне. Плюс у него сейчас минус 50% хп, я думаю, он мало что сможет сделать. Надо хоть раз будет попробовать собрать ТБшку через ведьмачков. Я вот давным-давно не собирал ТБшку через ведьмачков. Ну, вот, кстати, видите, сейчас против меня шаманы. У него перевоплотилось несколько персонажей, и все, я ему ничего уже не могу нормально сделать. Там в тройку снайпер появился, в тройку огр появился. Огр накидывает свою способность на кого-то, и все. Ну вот, смотрите, сейчас мне несколько... Я его пережил? Боже, как? Как же тоненько я сыграл. Короче, я думал, что я сейчас проиграю. Шаманы, конечно, лютый контрпик нежити. Лютый. Плюс он еще горн поставил, на которого я кучу времени потратил. Я просто бил этот горн. Я бил не его фигура, я бил этот горн. Сейчас, кстати, расстановочку немножко поменяю, чтобы вот эту вот медузу душануть со старта, потому что у нее все предметы. Сейчас такой, опа. А ну приколем нежить, смотри. Ой, нежить, охотника, смотрите. Медузочка. Оп. Ну добейте ее. Ну добейте. Фух. И я на самом деле был уверен на 100%, что я его вынесу. Поэтому, ну что ж, надо же было поддержать немножечко интригу, что есть некий шанс у него, что он меня вынесет. Сейчас будут мобы. Немножечко расстановку поменяем. Ну, как-то так сделаем. Из-за того, что есть винга, немножечко как-то неудобненько, но в принципе норм. Не скажу, что прям все очень плохо. Так вот, не закончил свою мысль по поводу ведьмаков. Надо будет хоть раз попробовать ТБшку собрать через ведьмачков. Или не через ведьмачков. Через волшебников и через убийц. Ну вот, сейчас видели, воин появился. Я более чем уверен, что этот воин сейчас выкатится против меня, и я получу минус 20. Вот просто гадалки сейчас не ходим. А можно мне вот сейчас у меня 8 уровень, мне ранее придет спектра и ранний Свен. Угу. Спасибо. Руку пожал. Ладно, мне надо 9 брать. Вообще в идеале мне нужно 10 брать. Винтовку беру, потому что у меня сейчас керрит Рокса.
Лучше я уже не придумаю. Винтовку беру из-за того, что пока керри Трекса. Если бы у меня была Муэрта керри, то я все равно бы взял винтовку, чтобы закинуть именно в Муэрту. Будет очень круто, если ко мне придут ранние спектра. Будет очень круто, если ко мне придет ранняя спектра и ранний Свен. Фух, тяжело выговаривать такие фразы. Боже, я не могу передать вам просто словами, насколько это тяжело. Как же тяжело говорить такие фразы. Дайте угадаю, сейчас ко мне он придет, да? Ставим ставки. Вот прямо сейчас у меня есть 10 секунд там. Ставим ставки. Придет ко мне воин или не придет ко мне воин. И я гарантирую, что он сейчас ко мне придет. Что думаете вы? Пишем в комментариях прямо сейчас. Вот пока раунд не начался, смотрим. Давайте посмотрим на это чудо. Давай, воин, ко мне, прямо сейчас. Давайте, я удивлен. Я очень сильно удивлен. А как так? А как это произошло? Ого, там 2 бабки. А, ну тут я откисаю. Тут я делаю откисного. 2 бабки это слишком мощно. А не делаю откисного. Он не успеет меня забрать. О, хук. Отлично. Усиление на месте. Усиление на месте. Все, сюда ставим. Сюда ставим. Сейчас у меня, кстати, будет моментальный хук. Сейчас я буду моментально кого-то притягивать и станет его на 4,5 секунды, тем самым выключая его из игры. Драконов пока я еще не буду в расширенном пуле брать. Пока так пойдет. И, кстати, талисман счетчика я перекину в Пуджа. Лучше это, если что, вот этот тут нежить воин. В него я перекинул, потому что у него больше всего хп, и он сможет больше всех питать. То есть он половину урона может больше отдать, чем какой-либо другой мой персонаж сейчас. А, кстати, а напишите мне сейчас в комментариях на визажа вот этого оленя-нежить. Олень, ну вот этот дракон-нежить, который... Работает ли талисман счетчика? Мне кажется, не работает. Я, кстати, сейчас уже выставил 9 нежити. Буду душить ребят. По максимуму, так сказать. Но я надеюсь, конечно, у меня это получится сделать. Если не получится, то будет обидненько. Будет обидненько. Там бог, орк, шаман. Но мне кажется, бог, орк, шаман уже не вытянет эту игру. Есть еще надежда на второго шамана, и есть надежда на воина. То есть есть целых 2 билда, которых я опасаюсь. Это фул нежить. Ой, фул нежить. Фул воины. Вот, кстати, они пришли сейчас ко мне и дают мне по чердаку. Ну понятно. Просто даже никого не забрал. И минус... Боже, да я Ванга. Я просто Ванга. Я вот сказал, что придет он ко мне и даст мне минус 20. И вот, он пришел ко мне и дал мне минус 19. Почти минус 20. Все, ребят, у меня экстрасенсорные способности проснулись. Вызывайте дурку. Вызывайте дурку. Там 6 нежити, 6 чернокнижников. Неприятный человек. Но у него 19 хп осталось, я думаю, он вылетит. По крайней мере, я надеюсь на то, что он вылетит раньше, чем он ко мне будет приходить. Реникс на первом месте, там через цвет как-то, ну как-то непонятно, по какой билд. А, ну через цвет. Понял. Души. Ниже, души. Ну оригиналов убил. Не, я проиграю здесь. Или не проиграю? Не проиграю. Отлично. Отлично. Продать Траксу? Или не продать Траксу? Вот в чем вопрос. Продать Траксу или не продать Траксу? Или продать Вингу? На самом деле у меня очень слабый стол на 25-м раунде. Вот кто бы что мне сейчас не говорил, у меня довольно-таки слабый стол на 25-м раунде. Почему? Потому что у меня очень мало двоек. У моих противников очень сильное усиление. У меня же таких усилений, к сожалению, пока нет.
Но я пока, наверное, ДК брать не буду. В нем как-то смысла мало. И, кстати, я, наверное, буду на 10-м ролиться. Может, не придет Свен, может, не придет Спектра. Но если все будет очень плохо, я буду намного раньше ролиться. Но только если будет все очень плохо. Я очень сильно надеюсь, что рандом в этой катке меня не подведет. И я смогу спокойно себе наролить Свена и Спектру. Я очень на это надеюсь. Взгляд Азеса я беру. Предмет хорош. На всех стадиях игры взгляд Азеса это очень сильный предмет. Просто надо подобрать момент, когда он нужен, а когда он не нужен. В плане того, что не во всех катках взгляд Азеса будет уместен. Боже, ему шаман пришел, пятерочка. Нет. А тут банша почти в тройку. Ох, чувствую. Чувствует моя попа. Там 6 шаманов нарисовалось. Все очень плохо. Он полностью сролился, но у него еще 6 шаманов. И 2 кунг-фу. Но... Короче, я, скорее всего, либо сейчас не доживу до 10-го. Надо посмотреть, короче, сколько я буду получать сейчас по лицу. И от этого уже оттолкнуться. Вот это вот... Я только что заметил, подловил себя на мысли, что я сказал короче раза 3 подряд. Надо вот эти вот слова-паразиты просто из своего лексикона убирать. И еще и это просто. Уже 2 слова я заметил, которые слова-паразиты. Ну дай вынести тебе, я тебя прошу. Че ты такой жирный на банше? Какой душный, боже. Просто не могу его пережить, прикиньте. Божественный отпечаток даже упал. Тополек вылетел, против него 9 воинов попалось, и он такой не выдержал этого напряжения. Так, ТБшка есть, нужен уровень. Выйду из инкама, буду брать уровень. Просто выйду из инкама. На самом деле мне бы уже перестроиться. Пока сделаю так свой стол. ТБшку уберу из пула. Короче, как-то так сейчас сделаю свой стол. Мне нужно найти драконов фловых. А на самом деле мне надо найти не драконов фловых. Мне нужно найти Свена и Спектру. 2 этих человека мне 100% нужно найти. Я думаю, шмотки можно попробовать переролить. Привет, ты на запись? Привет, да, я на запись, поэтому отвечать особо не могу, а то сбиваюсь. Так что без обид, без обид. Не, ну, охотников я как-то сейчас не ощущаю. Охотников пока что я не ощущаю, потому что у него тычки не сработали. Если бы у него были немножечко... Ну, если бы ему немножко тычки сработали, то я бы откис, кстати, уже 2 9 короче, 2 нежити. Так, дракончики есть. Ты Empress Light. Не. Я возьму, чтобы ему не пришла, хотя на самом деле она мне не нужна. Она мне просто инкам тырит. Сейчас ситуация максимально опасная. Не знаю, можно попробовать шмотки рольнуть, конечно, но... Понимаете, я сейчас не могу даже шмотки нормально рольнуть. Вот опять 9 воинов пришло. Смотрите, сколько мне сейчас даст? Я думаю, минус 2. Не, ну уже минус 10. Ладно, я уже парочку его забрал, поэтому минус 10. А у меня сейчас такой вопрос. А как ты меня в предыдущий раз-то вынес? Лич? Смотрю все твои видео. Удачной катки. Как в твой клан вступить? У меня же есть айдишник. Зайди в группу Телеграма. Я думаю, ты посмотришь этот ролик, раз ты смотришь все мои ролики. Зайди в группу Телеграма, напиши в чат, чтобы тебе скинули айдишник, и ты можешь скинуть и можешь вступить в клан, если у тебя ладья 1. Вот. У меня ограничение ладья 1 стоит. Неплохо, что мне Лич пришел. Это даже очень круто, то, что мне Лич пришел. Так вот, почему я не могу рольнуть шмотки? А по той лишь причине, что я не знаю, придет ли ко мне Свен. Если ко мне Свен не... Я могу, конечно, попробовать поискать шмотки на керри персонажа, но тоже... А вдруг, ну, не получится, да, вот там через Свена сыграть, через Спектру. Ну, там очень жесткий шаман.
У меня проблемы. Там уже банши в тройку. С маской 5-го тира. И спектра. Ну, конечно. Какой-то чел на 9-м уровне находит себе то, что надо. А Санечек на 10-м уровне в 50 монет. Ого, там Реникс. И минус 20 прилетело. Свен, спасибо. Никс. Хорошо, что сейчас мобы. Я могу еще подумать, как я могу там перестроиться, переделать что-либо. Ну просто как же мне больно только что прилетело. Там, там еще у Реникс сейчас и цветы. Причем 2 в тройку. Там очень сильный билд. Хотя хп маловато, но как мы видим уже, один челик с маловато хп выжил. Кстати, фул ведьмаки собрались, отлично. Мне бы теперь Свена найти и спектру. Вот приходит Свен, приходит спектра, ситуация просто из ужасной выходит в хорошую. Но я больше всего опасаюсь то, что там есть 6 шаманов. Очень опасная ситуация, то, что там есть 6 шаманов. А чего из мобов не вылазят крипы? Я сейчас не понял. Почему из мобов не вылазят скелеты? Объясните мне кто-то в комментариях. Почему из мобов не вылазят скелеты? Так, МКБ я по-любому беру. Это надо. Ни в коем случае это скипать мы не будем. Дракончик есть, отлично. Так. Вайпер пока. Пока подождите, драконы. Надо пока вас убрать. Я пока уберу драконов из билда. Пару шмоток скипну. Так, что мне придет? Ой, маска и криты. Ну, я криты, наверное, возьму, потому что я буду играть через Свена. Маска мне не особо понадобится на Свене, потому что я буду всех ваншотать. Но на самом деле маска тоже очень сильно нужна. Мне и маска надхил надо, и Мьёльнир нужен, и криты мне нужны, и бессмертие мне надо, и БКБ мне надо, и доспех экзорцизма мне надо, потому что мало ли там какой-то шальной баш будет, либо что-то еще, либо что-то еще. Короче, все предметы мне нужны. Все абсолютно. Давайте все, вот все слоты, которые там есть 5-го тира, и все слоты 4-го тира, и все в одного персонажа. И будет все замечательно, все, я ни в чем нуждаться даже не буду. Нет, только не Реникс. Боже, еще как больно будет. Там просто очень сильные цветки. Она еще и кошечка с башем. Фу. Я, я только что подумал, что мне сейчас прилетит там минус 20 где-то. Но благо хотя бы не минус 20. Сколько? Ну, минус 7. Минус 7 это еще терпимо. Надо просто очень быстро найти сейчас. Опять это просто. Мне сейчас нужно найти быстро свою комбинацию. Лич пришел. Еще один лич пришел. Вот хоть на нежити до конца катай. Но я не буду на нежити до конца катать. Не могу. Кровь из носа, но не могу. Если я буду на нежити до конца катать, то у меня будут огромнейшие проблемы. Меня элементарно шаман вынесет. Даже... Ух ты, боже, под заказ Свен в двойку. Пожалуйста. Не на все хп сейчас. Просто пусть прилетит мне не на все хп. Вот против нее нежить. Свен под бафом, но пока вообще урона у него нету. Потому что нет чистого урона. У него спектра. Мне бы спектру теперь найти. Вот спектра нужна очень сильно. Желательно в двойку. Мне кровь из носа необходима спектра, потому что я не могу пробить даже банши. Но благо хотя бы минус 7. Еще один Свен. Эх, беру Свена чисто в надежде на то, что мало ли получится собрать его в тройку. Слишком губу раскатал, да, ребят? Тройку найти Свена. Ха-ха. Шутка хорошая. Так, ведьмаки есть. Минус в том, что у меня есть нежить. Очень огромный минус в том, что у меня сейчас нежить есть в билде. В своей синергии. Сейчас надо перестроиться. Немножко... Ладно. И бессмертие было, и молнии. Но на самом деле мне лучше молнии были. Мне нужна скорость атака. У меня теперь есть бесполезные предметы на ману. Я, короче, поспешил. Я такую глупую ошибку сделал. Боже. Сам себя корю на том, что сделал. Нет, их... Нет, не на все лицо. Не на 33 хп. Молю.
Один хп. Так, на самом деле, мне сейчас нежить нужно заменить. Как Чодун вынес шамана? Каким образом? Чтобы вы понимали, мне только что шальной автохекс прилетел на Свена, плюс обезоруж сверху был. Без доспеха экзорцизма и без БКБ мне здесь делать нечего. Я думаю, что мне хватит только доспеха экзорцизма, даже чтобы он пришел. Короче, мне нужен один из этих предметов. Кровь из носа, он мне нужен. Не будет этого предмета, будут у меня огромные проблемы. Спектра в двойку, молю. Спектра. Ладно, я в Свена не верю, я его не соберу просто. Я его 100% не соберу. ТБшку я в двойку собрал, потому что он все равно сразу перевоплощается, и он Виверну там перевоплотит сразу в ТБшку второго. Неплохо, в принципе. Так, но здесь этого я уже... Ты что, прикалываешься? Тюрьма мне сейчас прилетела на... А, ну ладно. Так можно. Я просто на мгновение подумал. Опять это про... О, спектра. Давай в двойку. Сейчас мобы, я ничего не буду делать. Так, чел вылетел на Чодуне, отлично. Я остался шаманом 1 на 1. Все. Так, мне нужен доспех экзорцизма, либо же БКБ. Одно из двух мне точно надо. Бессмертие, я думаю, мне не поможет. GG. Вот не надо. Вот никогда не пишите мне GG, либо все, игра окончена, игра в одну клетку или что-то типа подобное. Потому что, как назло, я проиграю эту катку. Я ее не вытащу. Сейчас очень такой жесткий момент. Я и так на соплях еле вытащил эту игру. Ну как вытащил? В топ-2 зашел на соплях. Чисто из-за того, что мне повезло. Если бы шаман немножечко больше фигур... О, доспех выпал, отлично. У шамана повезло, что ему немножко не жесткие фигуры выпали, которые снесли бы мне 33 хп. Мне БКБ надо, но я возьму секиру. На свой страх и риск я возьму секиру. Почему я его вообще взял? Потому что массовый урон. Это, ну, то есть я буду ваншотать, но, наверное, лучше мне все-таки стоило БКБ поискать. Я надеюсь, что это не будет фатальной ошибкой. Я не надеюсь, что шальной автохекс мне не прилетит. 2500 с руки. Гизер, я надеюсь, ты не сглазил сейчас меня. Я очень надеюсь, что ты меня не сглазил. Очень надеюсь. Я очень не люблю, когда мне пишут, что все, однокалиточная, ты выиграл. Этого я не люблю. Good game. Там шаманы. И из-за того, что там шаманы, у меня будут быть огромные проблемы. Я буду, не знаю, до последнего думать, что мне все будет хорошо. Как-то так даже сделаю расстановку, чтобы максимально быстро этот горн забрать. Нет, нет. Какая боль. Какая боль. Вы просто посмотрите на этого Свена. И таким Свеном я сейчас проиграла. Знаете, в чем прикол? Мне прилетел Хекс. Мне просто прилетел Хекс. Это было очень обидно. Мне не передать словами, насколько сильно это было обидно. Просто, ну, мне даже больше нечего сказать. Лучше бы я искал БКБ. Боже, зачем я этот БФ взял? Лучше бы я взял БКБ. На самом деле, брать БФ на Свена все-таки это ошибка. Вот в который раз я беру БФ на Свена, чисто ради того, чтобы себе прибавить атаки. На самом деле это ошибка. Надо какой-то БКБ. Доспех экзорцизма, как мы видим, это самый... Ну, это не супер юзлесс предмет, да? Но если... Короче, я расскажу вот примеры, почему БКБ намного эффективнее, чем доспех экзорцизма, чтобы вы понимали и не сделали такую ошибку, как я сейчас сделал. И никогда не берите БФ на Свена. Не надо. Но только если там у вас есть БКБ, есть доспех экзорцизма, есть бессмертие, тогда берите БФ, потому что это усиление вашей атаки, все дела, ладно, на самом деле есть предметы получше. В общем, почему доспех экзорцизма такой useless? Он не снимает хекс 5 тира. Это раз.
Он очень криво работает на хекс шаманов. То есть он иногда снимает, иногда нет. Ну, в принципе, это такой один-единственный жесткий момент, но на самом деле его стоит учитывать. Хекс 5 тира не снимает. Иногда хекс шаманов не снимает, то есть там 50 на 50. Короче, он очень криво работает, этот предмет. Он идеально работает, это против обезоружа, идеально работает против облета, идеально работает против стана. Вот, да, кстати, баш 4 тира, доспех экзорцизма идеально снимает. Вот его я рекомендую брать именно против баша 4 тира в основном. И, соответственно, против облета и все. Но на самом деле, вот если все проанализировать, вы услышали плюсы, вы услышали минусы этого предмета. А теперь, теперь я говорю по поводу БКБ. Что делает БКБ? БКБ это, это самая топовая шмотка. Во-первых, снимает автохекс шаманов, снимает хекс 5 тира, снимает обезоруж, снимает обледы, снимает все, что угодно сейчас, кроме баша 4 тира. То есть, и вот смотрите, сколько плюсов у БКБ и универсальность этого предмета. Плюс хпшку еще дает, кстати. То дает броню и сопротивление к магии. А БКБшка дает полную неуязвимость к магии на 5 секунд. Полностью снимает все дебафы на вас, которые накладываются, кроме баша 4 тира. И все. И все. Вот один огромный минус. БКБ не снимает баш 4 тира. Зато все остальные дебафы просто находитесь в хиксе, в автохиксе от шаманов. Снимет. Находитесь в облете. Снимет. Благо починили это БКБ. Но теперь доспех экзорцизма, он работает только против баша. Короче, я думаю, вы сами все поняли. Лучше бы я искал БКБ. Была бы в этой катке у меня БКБ. Изи. Изи. Без слов. Ну, короче, что думаете вы? Пишем, соответственно, в комментариях. И, ребят, не забываем за лайки и комменты, потому что каждый лайк и коммент помогает мне в продвижении моего канала. Также не забудьте подписаться на YouTube, потому что цель 5000 подписчиков. Это для тех, кто не подписан. И также напоминаю, в телеграм-канале у меня цель 1000 подписчиков достичь. Поэтому, может, к Новому году, может, и оформим 1000 подписчиков на телегу и 5000 на YouTube. Хотя это слишком много. Но цель поставлена, поэтому, ребят, все зависит от вас, вашей помощи. Поэтому лайк, коммент, кто не подписан, подписаться на телегу YouTube. Ну, в принципе, все. Телега закреплена в комментариях. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи.